Добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на это лето 2024 года. Да, дорогие, лето надежд, и это июнь, июль и август 2024. Ну что, как говорится, поехали! Итак, кто смотрел видео про июнь, уже знает примерно, как будет складываться, как будет начинаться это лето. И да, ребят, я очень сильно хочу сказать, что Юпитер перешел в ваш знак, и сейчас все близнецы почувствуют легкость, удачу, фортуну, можно это так сказать, да, то есть такое ощущение позитивного, легкого, насыщенного, яркого, что благосостояние оно близко. Ребята, да, ни в коем случае не говорю, что этого не будет, по крайней мере июнь, прогноз у вас на июнь мне очень даже нравится. Я считаю, что здесь еще и Плутон, который делает трин в ваших натальных, в транзитных картах на натальное солнце, здесь как раз таки будет давать ту силу, мощь для трансформации, для усложнения своей жизни, для достижений в бизнесе, в работе, в карьере, в финансах, в деньгах. Без разницы, какое вы слово употребляете в уровне своего благосостояния. Здесь, конечно же, еще Юпитер дает соединение с Солнцем. Главное понимать, если эго не чрезмерно раздуто, если вы идете в своем направлении, тогда этот Юпитер вот будет вам служить, помогать, и его аспект, его действие еще на 1 год будет очень классно, ну то есть вам по жизни давать все то, что вы хотите. Это при условии, конечно же, что вы можете вовремя остановиться, понимаете, что когда вас несет, так, что-то не то меня понесло, да, то есть вы можете остановиться, у вас есть во всем мера, потому что у Юпитера есть такая история, когда мы чрезмерно позитивны, когда мы чрезмерно заблуждаемся, когда наше эго раздуто, то есть и такая обратная сторона у Юпитера, и здесь, конечно же, Плутон, который делает такой благородный аспект, конечно же, может и навредить. Но вообще, на самом-то деле, Юпитер, Плутон – это аспект миллионеров, который, ну вот сейчас, ребят, вот у кого работают, у кого действуют, у кого есть в натальных картах, прекрасно, ребят, трудитесь, делайте. Да, есть напряженные, негативные аспекты, и тот же Нептун напряженный, да, и тот же Сатурн, который заставляет трудиться, заставляет пахать. Но все-таки, чтобы вы понимали, все те миллионеры, богатства и деньги, они не приходят просто так, они никому с неба не свалились, ну это вот прям про реальность. И здесь такой из благоприятных аспектов Сатурн, который заставляет трудиться на своей квадратуре, да, то есть делает в ваших транзитных картах ну, квадратуру к вашему натальному Солнцу. Здесь, ребят, только хочу сказать, что ну, это вот близнецов, кто родился во 2-й декаде. Здесь, конечно же, я хочу сказать, что это нормальная история для того, чтобы есть и плюс, и минус. Да, то есть у нас не оголделый такой оптимизм, нас не несет, мы понимаем прекрасно, что так, у нас сейчас момент трудностей небольших, это на самом деле небольшие трудности, это аспекты на финансовый подъем. Поэтому здесь активно работайте, трудитесь, будет все хорошо, финансов я говорю, что будет хорошо. В июне отлично, здесь главное не пасовать, не бояться, не сидеть, иначе просто эти аспекты пройдут у вас как желание отдохнуть, расслабиться, провести время, потусоваться. И, собственно, если это то, что вы на самом деле хотите, вам это никто не навязал, ну почему нет, ребят? Особенно если вы весь год трудились, пахали, у вас была сложная весна, а весна у многих близнецов была такая достаточно напряженная, да, и здесь, конечно же, понимаете, что, ну, ребят, если это время для отдыха, отдыхайте. И еще будут моменты в это лето работать и трудиться. Правда, вот этот чудесный аспект миллионера, как его называют там астрологи, Юпитер, Плутон, он придет только к осени. Его в это лето больше не будет, это только июнь, поэтому здесь, конечно, будет схлапываться очень много возможностей. Итак, идем дальше. У нас с вами, дорогие, 20-21 июня летнее солнцестояние.
Почему две даты? В западном полушарии это 20-е, в восточном это уже 21-е. Все просто зависит от того, где вы находитесь. И следом, и буквально следом 22 июня у нас полнолуние. Летнее солнцестояние – это день, когда Солнце покидает знак зодиака Близнецов, переходит в знак зодиака Рак. Для Близнецов это момент активной такой сонастройки, работы, понять, что вы хотите по жизни, как вы хотите, чтобы оно было, насколько бы оно вам нравилось. Ну, то есть, конечно же, нам всем хочется прожить эту жизнь, чтобы нам нравилось, да, чтобы иметь эмоциональный такой выхлоп, да, и плюс финансовый. Ну, то есть одних эмоций нам мало, мы еще любим, естественно, финансовую историю. И здесь, знаете, вот такая история, что я не скажу, что это очень какие-то сложные эмоциональные тяжелые дни, нет, но это полнолуние, оно будет в Козероге. Здесь история того, что, возможно, начнет приходить какое-то разочарование, особенно если вы не использовали те возможности, которые были весной и в июне, потому что я бы так сказала, вот это полнолуние, это такой завершающий этап всех тех легких возможностей. Да, я знаю, что они казались совсем не легкими и порой были очень сложными, но, ребят, может быть еще сложнее, это правда. И те возможности, которые были, они приходили, они накручивались, это было на самом деле, ну, неплохо. Дальше будет немножко сложнее, и вот все лето, я бы сказала, идет по шкале сложностей. Конечно, понимаем, что на планете 700-800 миллионов близнецов, все родились в разную дату, время и место рождения. Если вы хотите узнать про себя, оставляйте комментарии под этим видео, свою дату, время, место рождения и вопросы. Я обязательно отвечу, как у вас сложится это лето, какие моменты будут очень сильно влиять на вас, какие на вас вообще влиять не будут. Возможно, вы эти уроки и этапы жизни уже давным-давно прошли, и вы прекрасно понимаете, что это для вас как бы мелковато, все то, что я говорю, что вы вообще способны еще на больше, и вы хотите еще быстрее, выше, сильнее. Поэтому здесь нет ничего такого, мы просто все люди разные, а это общий гороскоп, ребят. Это понимаете, да? Трезво и реально. Итак, идем дальше. 22 июня у нас полнолуние в Козероге, которое четко, реалистично дает нам понять, кто мы, к чему мы пришли к настоящему моменту, что половина года уже прошла. Обычно всегда после дней рождения наступает такой момент, когда мы понимаем, так, а что мы хотим делать, куда мы хотим идти, стремиться, развиваться и тому подобное. И здесь, конечно же, понимаете, что у нас в конце июня начинается такая очень интересная история. У нас 29-30, ну там в ночь, да, можно сказать, неважно какой именно день, у нас разворот Сатурна, разворачивается Сатурн, и здесь история про то, что немножко где-то будет трудновато, то есть те моменты финансовые, моменты с долгами, с карьерным ростом, все, что связано с энергией Сатурна, социальной реализацией, все то, что вы не сделали весной и вот в июне этого года, да, сейчас будет работа над ошибками. Сатурн будет катиться назад, особенно это касается тех близнецов второй декады. Здесь история того, что нужно будет прям вспоминать все то, что вы хотели сделать, все то, что вы не смогли сделать, все то, что не получилось сделать. И я не скажу, что этот момент будет какой-то очень тяжелый, ну да, трудиться нужно будет чуточку больше, да, то есть это уже такой, я бы сказала, экзамен, то есть не получится перенести этот неприятный момент, связанный с финансами, например, да, но при этом здесь абсолютно добродушный Уран, который говорит, ребята, трудитесь, то есть новые идеи, отлично, давайте внедрять. Есть новые, я бы так сказала, возможности, друзья, компании, коллективы, давайте внедрять по-новому, не так, как раньше, немножко амбициозно, но при этом, ребята, всегда внедряя нечто новое, смотрите, чтобы это не было основано на оголделом оптимизме. Подходите к своему финансовому плану реалистично. Потому что если вы думаете, что вот будут здесь какие-то истории, вот мне повезет,
ну, если вот когда повезет, тогда и будете оценивать. Но если вам до этого ни разу не везло, понимаете, да, что глупо рассчитывать на вот повезет и на авось. Поэтому здесь, чем реалистичнее вы будете смотреть на мир, тем будет у вас получаться лучше. Плюсом, здесь еще история, связанная с финансами, уже говорила, да, но прошлые истории с финансами, истории с долгами, с кредитками, то есть все те финансовые неурядицы, которые были раньше и которые раньше дали брешь в вашей работе, карьере и тому подобное, да, где не получилось, вот они опять будут намекать, давай мы опять в эту авантюру влезем. Почему вообще это видео я назвала «Лето надежд»? Да? Ребят, у нас следом за разворотом Сатурна 30 июня у нас 3 июля разворачивается Нептун. Кто смотрел мое видео в прошлом году, осенью 2023 года, у меня было большое видео «Разворот Нептуна» и еще одно видео «Нептун в натальной карте». Кто смотрел вот эти два видео, тот знал и готовился, что вот с того октябрьского момента, да, ноябрьского, что вот 3 июля у нас снова будет разворот Нептуна. И это история, которая будет одевать нам иллюзии на глаза, розовые очки, мы будем утопать в надеждах, нас будут одолевать мечты, вот такие нереалистичные, да, и как-то вот поддаться этому соблазну будет, ну, настолько легко, что я скажу так, что вот разворот Сатурна это будет такое классное заземляющее комбо, которое все-таки даст трезвость нашей жизни, да. Поэтому здесь не поддавайтесь иллюзии, потому что Нептун на момент своего разворота, он будет в оппозиции с Лилит, которая, на секундочку, 29 июня, вот буквально несколько дней до разворота Нептуна, сменила знак я бы так сказала, знаете, с одного на другой, да, и здесь история, она, знаете, такая сказка ложь, давней намек, да, что у нас, если Лилит была в Деве, то сейчас она перешла в Весы. То есть если мы были такие более-менее практичные, прагматичные, расчетливые, то Лилит, перешедшая в Весы, будет давать некую нам, знаете, такую оголделость популярности, то, что вот у нас получится, что нам партнер принесет на блюдечке, что вот у нас как-то вот оно вырулится, связи нам помогут. То есть Лилит в Весах ведет себя очень жестоко. Лилит в Весах дает большие надежды в популярности, в публичности, что деньги придут в легкости, что это такая история воздушная, ну потому что Весы это воздушный знак, да. Здесь захочется приврать к себе где-то, да, здесь захочется поступить как-то нечестно, потому что Лилит в Деве заземляет, заставляет быть противными критиканами, докапываться, потому что, ну, у нас Дева это земной знак, да, который говорит так: копейка рубль бережет, и здесь нужно ради своего будущего вот немножечко не потратить. Поэтому вот июль нас встретит с такими эмоциями. И здесь уж как каждый поведет себя сам. Конечно же, у всех проигрывается в транзитных картах по-разному, да. Все зависит от времени вашего рождения, да, года вашего рождения в том числе. У кого-то этих аспектов не будет, у кого-то этих историй не будет. Ребят, еще раз говорю, я про общий гороскоп, да. Но все-таки идем далее, и у нас на повестке дня новолуние. Новолуние у нас 6 июля. 6 июля и в принципе, и в целом такой, я бы сказала, позитивный, добрый, классный день, без каких-либо отягощений. То есть если не одевать розовые очки и не надеяться на кого-то, то в принципе на небе одни гармоничные аспекты. Ну разве что на Плутон в оппозиции с Меркурием. Хочется отдаленно где-то с кем-то выяснить отношения. Но вообще Меркурий у нас, я скажу, почти все лето будет напряженный, и это прекрасный момент. Он напряженный будет сначала у нас с Плутоном в начале июля, потом в середине, потом в конце июля он будет напряжен у нас Ураном, потом в августе он будет напряжен у нас и Сатурном в том числе. И здесь история того, что, ребят, понимаете, что нам ну, вообще Меркурий это планета, которая любит напряжение.
Ну уж такие мы люди привыкшие, что в напряжении мы и учимся, мы и двигаемся, мы и коммуницируем, когда нас выводят из вот этого состояния равновесия, да, наш Меркурий, наш говорильный жанр, я бы так сказал, тогда мы активно действуем. Поэтому здесь бояться напряжения Меркурия нет. Скажу так, что для освоения знаний, сдачи экзамена прекрасное для этого время. Ну, поэтому здесь действуйте, реализуйте свои коммуникативные навыки, и получится хорошо. Вот, например, Меркурий в оппозиции с Плутоном в первой неделе июля – это прекрасное время для журналистики, для выхода на сцену, для того, чтобы заявить себя, начать нечто новое, потому что Меркурий будет во Льве, а это всегда оратор, это всегда на публику вещать что-то красиво, ярко и интересно, для того, чтобы поняли какую-то сложную информацию. Потому что если вы не просто так, чтобы поболтать, да, и привлечь большое количество людей, да, если вы решили развивать сообщество, то это прекрасное время для этого. Поэтому здесь реализуйте все свои возможности, если вы хотите подключить много связей в свой бизнес, в том числе, хорошее для этого время. Действуйте активно, несмотря на то, что уходящий лунный цикл, разворот планет, еще раз говорю, Уран и все новые идеи, которые вы захотите внедрить, будут вам всячески способствовать в это время. Итак, 6 июля у нас с вами новолуние. Новолуние у нас в Раке. Что делаем здесь мы? Новолуние в Раке. Прекрасный день для того, чтобы отдохнуть. Начинается новый лунный цикл, который даст либо взлет, либо разрушение наших не просто надежд, а я бы так сказала, амбиций больших, да, мощных. То есть если у вас есть такая большая глобальная амбиция на достижение в этом мире, да, для того, чтобы укрепиться, тогда июль это месяц как раз-таки для вас. И если вы решили просто отдыхать, плыть по жизни, ребят, тоже отдыхайте. Еще раз говорю, все зависит от личных карт. Здесь ни в коем случае никаких нельзя отдыхать, только пахать. Нет, но ситуации все-таки будут складываться разные. Итак, что на небе основная тенденция? С 7 июля, с 7 по 18 июля, сразу вот этот диапазон времени запомните, у нас на небе складывается оппозиция Венера-Плутон и соединяется Марс-Уран. Венера-Плутон про что? Это про большие деньги, это про большие коллективы, это про бизнес, большой бизнес, насколько вас хватит большой бизнес. Это про классные отношения в браке, разносторонние отношения в браке, когда у вас и классные финансы в браке, и классный секс, и взаимопонимание, и вы с партнером можете брать большие трудности. Но, ребят, вот это вот все дается путем работа над этими отношениями. Точно так же, как и бизнес с большими финансовыми вложениями, да, с большими инвестициями. Это то же самое как раз-таки про историю Венера-Плутон. И если вы родились в натальной карте, у вас аспект Венера-Плутон, соединение, квадратура или оппозиция, я не скажу, что это плохо или вы какой-то человек плохой. Нет. Это говорит о том, что у ваших родителей были сложные отношения. Они, если, естественно, развелись, то они не смогли справиться с трудностями. Если они живут вместе, и все-таки вы считаете, что их отношения какие-то не идеальны, знайте, что у них было очень много трудностей, но если они по-прежнему живут вместе, значит, они понимают, почему они живут вместе. И я не скажу, что здесь история просто потому, что кто-то кого-то спонсирует за деньги и тому подобное. Нет. Здесь история внутреннего принятия и понимания, что рядом такой же сложный человек, но мне с этим человеком по жизни хорошо, потому что я такой же сложный. И меня понимают, меня ценят и меня любят, да. Здесь вот такая сложная история. И знаете, здесь никакого осуждения, потому что у нас у всех разные истории по жизни. Итак, параллельно аспект Марс-Уран. В идеале, конечно, в легкости, как сейчас принято и модно в этом мире. Я знаю, близнецы, вы тоже за легкость, но здесь это аспект свободы, когда я хочу все бросить и уйти. Точно так же, и если вы человек более терпеливый, тогда этот аспект неординарных действий, нацеленный на продуктивность и на деньгозарабатывание в вашем бизнесе. Потому что Марс и Уран находятся в Тельце, а Телец — это продуктивный, плодотворный знак, который медленно, но верно идет в деньгах. Но плюс Уран в Тельце, и здесь история про то, что можно либо свои отношения разрушить, отношения в бизнесе, либо отношения в личной жизни,
либо же, ну потому что это аспект, когда хочется свободы, уйти в закат, ничего не решать, никому не быть должными, да, ну потому что Венера, Плутон это тоже аспект, который докапывается до сложностей, да, и вот здесь можно вот все друг другу предъявить и расстаться, можно нет, можно понимать, усложняться и вместе идти по жизни, усложнять свой бизнес, внедрять какие-то новые фишки, понимать, да, мы устали, у нас есть какие-то определенные свои моменты. Слушай, а давай мы сегодня не пойдем, как обычно, там куда-то или не останемся дома, а пойдем в какое-то там интересное новое место, посидим, поговорим, поговорим о том, о чем раньше не говорили, откроем какие-то грани своей души. Да, это сложно. Когда мы всегда оголяем свои внутренние вот эти истории, да, нам всегда страшно, что нас не поймут. Венера, Плутон – это всегда про страх тоже. И здесь история про то, что, ребят, усложняйтесь, не бойтесь, не страшно, потому что Плутон, когда делает вот такой мощный аспект, это всегда про то, что если мы смотрим страху в лицо, то мы уже побеждаем этот страх. Здесь, конечно, я по жизни максималист, да, я всегда про то, что нет неудачных, неуспешных отношений, есть отношения, над которыми не работают, в которых не вкладывают душу в том числе, да, и здесь такая история работы над собой, да, я надеюсь, история работы над собой вас ни в коем случае не напугала, и вы все это прекрасно понимаете и идете дальше. Итак, у нас июль с 7 по 18, здесь история любви, финансов, усложнения отношений, легко расстаться, не настолько сложно будет всю эту историю победить, разобраться, вообще, ребята, нет. У нас с вами дальше идет 21 июля, это полнолуние. Полнолуние в Козероге. Напомню, что в июне полнолуние тоже в Козероге, но сейчас у нас полнолуние, где Луна в соединении с Плутоном. Да, все это добро в Козероге, но Плутон еще в Водолее, здесь такая история. Мы либо расстаемся, либо мы стабильно идем в будущее, в усложнение финансов, потому что аспекты даже на это полнолуние не классные. Здесь все ваши сложные ситуации будут работать на вас, для вас, и работаете вы в том же духе. Ну, конечно же, у нас из минусов в этой истории Уран в квадратуре с Меркурием, но еще раз скажу, просто будьте внимательны за рулем, внимательны на том, что вы говорите и что вы делаете, потому что, конечно же, аспект на то, чтобы расстаться, сказать адьос, да, но в том же моменте это классный аспект для знаний, для усложнения своих знаний, для сдачи экзаменов, для защиты своих знаний, особенно если у вас это давно не получалось. Поэтому здесь, мои дорогие, не скажу, что это какое-то сложное и тяжелое полнолуние, но наведет вас на определенные мысли, эмоции, и что жизнь, она не такая простая и однозначная, да, как хотелось бы сказать. Меня часто спрашивают, да или нет, как вы ответите на этот вопрос, да или нет. И жизнь настолько сложная, что чем больше я разбираюсь вот в ваших натальных картах, да, чем больше вы мне ситуации рассказываете в жизни, я верю вот в весь этот кинематограф, который случается в жизнях, я уже давным-давно ничему не удивляюсь, разным историям, потому что смотрю, какие есть комбинации, связанные с Ураном, да, в прогнозах, я здесь реально верю. И тем больше я не могу сказать однозначно, да или нет, или может быть. Ну, может быть, еще можно сказать, да, но здесь нет истории «да, однозначно плохо» или «нет, однозначно хорошо» или наоборот, да. Здесь история настолько сложная по жизни, что везде нужно что-то, где-то подтянуться, где-то подняться, где-то вырулить. И нет неоднозначного сразу. Ой, нет, здесь все. Всегда есть шанс. Всегда есть шансы. И, конечно же, эти шансы зависят от нашей мотивации. И я надеюсь, вот в это полнолуние июльская мотивация к вам придет. Мотивация к действию, потому что все-таки Плутон дает нам ту мотивацию, когда он думает, нет, это еще нет, это вот вообще не то. И я-то хочу гораздо больше. Идем дальше. Финальная неделя июля у нас с вами, дорогие мои, любимые и красивые, на небе начинает складываться, то есть у нас был Меркурий, Уран, да, на полнолуние, и последние денечки июля у нас складывается Венера, Уран. Если мы, ну то есть максимальное действие этого аспекта с 29 по 4 августа, с 29 июля по 4 августа. И здесь, конечно же, история про что?
Венера, Уран — это всегда аспект разводов. То есть если вы в натальной карте родились с этим аспектом, Венера в соединении, квадратуре или в оппозиции к Уранам, то у вас внутреннее чувство подсознательное, что вы живете не с тем партнером, что что-то не так, что кто-то хочет охватить, завладеть вашей свободой, финансами. Ну, то есть это такая установка по жизни, с которой вы родились, и вам нужно в течение всей жизни понять, почему вам хочется постоянно развестись, почему вам хочется постоянно уйти с этих отношений. А здесь история-то какая? Здесь история того, что нужно брать сложные моменты в этих отношениях и их не бояться, их не пугаться. Начинать разговаривать, начинать самому становиться сложным человеком, то есть раскачивать свой интеллект, потому что Уран — это планета умных людей, это планета гениев, планета интеллекта. И здесь, конечно же, становиться интеллектуально подкованным, понимать, что жизнь, она не такая простая, любовь, она не такая простая, что всегда человек может поступить так или иначе, не потому что он плохой человек, а потому что события в жизни вот так сложились, и на самом-то деле можно все понять, все простить, даже любую глупость, да, я сейчас не говорю, что там какие-то измены прощать, потому что Венера, Уран — это аспект не про измены, аспект про измены — это Венера, Нептун. У нас этого аспекта в это лето нет, ребят, у нас Венера, Уран, когда хочется все бросить и уйти. Точно так же Венера отвечает у нас за финансы, за наше материальное благосостояние, за партнера, уже рассказала, да. Про финансы хочется тоже бросить все в работе. Хочется свой доход, заработок сказать, так, все, надоело, сколько сил туда было вложено, сколько уже эмоций, терпения, уже все, сил нет, захочется бросить. То есть это с 29 июля по 4 августа. И скажу так, ребят, вот в тот самый момент, когда захочется бросить там либо финансовую историю, либо любовные отношения, вот дайте себе еще время. Вот вы себе решили, все, я точно все бросаю, да, все, мне надоело, дайте себе еще 3 дня. Ну, то есть этот аспект начнет расходиться, и вы потом себе скажете, так, что это было вообще за наваждение, почему это вот так вот ну, все так случилось. Это временный аспект. У нас у всех иногда подкипает, и здесь нужно просто понимать психологию человека. Почему? Да потому что устали, потому что, в принципе, с взрослением жизнь усложняется. Это нормальный ход ее такой жизни, а нам сейчас со всех утюгов говорят, что все должно быть легко, все должно быть в радости, в легкости, ничего не должно даваться легко. Ну, то есть сложно ничего не должно даваться. Здрасте, ребят, у нас Уран — это планета вообще не легкая и не простая, просто вообще ни разу. Да? А если вы в возрасте 43-44 лет, то у вас уже оппозиция Урана в вашей жизни пришла, и у вас вообще жизнь с ног на голову, и там вообще не про легкость. И вы сидите и думаете, а что это вообще происходит, да, в жизни? А если к вам Плутон заглянул в 42 года, который пришел, ну давай будем разрушать все то, что не дает тебе развиться в жизни, да? Работа, на которой ты топчешься на месте, да? Или это, извините меня, брак, в котором ты ничего не делаешь, не усложняешься, ни любви, ни счастья, ни радости, ни взаимопонимания у тебя там нет. Давай разрушим это, да? Ну то есть еще раз говорю, что у нас как бы с взрослением, когда мы подходим к 40 годам, то есть если в 36, 37, 38 у нас кармические узлы как бы по жизни, но нас спрашивают экзамен, да, то 40, 42, 44 там вообще не веселые, не бодрые планеты к нам заходят и не говорят, да все у тебя будет легко. Ребят, ну это жизнь, да, но правда к такому возрасту большинство из нас уже не верят в легкие прогнозы, да, реалисты. Поэтому здесь еще раз скажу, вот этот аспект Венера, Уран, он про то, что да, можно расстаться, но можно и сохранить. И здесь главное понимать, что жизнь она не такая однозначная, и что ситуации в жизни бывают разные. Поэтому если сейчас больше вкладываете в отношения или в работу вы, то со временем у вас будет отдача, но нужно к этому времени прийти. Итак, Венера, Уран рассказала. Следующее классное, мощное событие, которое будет очень сильно и эмоционально. Это новолуние, 4 августа у нас новолуние во Льве. Собственно, можно сказать, что позитивно, гармоничный, радостный день, Солнце и Луна во Льве, ощущение праздника, отдыха. Хочется отдохнуть? Отдыхайте. Новолуние прекрасно подходит для отдыха, для релакса, не для выяснения отношений, естественно. Потому что у нас в последние часы новолуние
заглядывает к нам ретроградный Меркурий. И да, ребята, с 5 по 28 августа у нас с вами ретроградный Меркурий, который первые своих 5 дней будет в Деве. Ретроградный Меркурий в Деве. Мы докапываемся до отношений, мы вредничаем, нам что-то не нравится, мы все соотносим к материальной точке своей жизни, да, к материальной сфере. Мы не удовлетворены уровнем своим финансам, своими отношениями, вообще все то, что у нас есть в жизни. Наше тело, здоровье нам не нравится, да, то есть вот такая история. Плюсом еще Меркурий и Венера в квадратуре находятся с Ураном, и здесь как бы вот так вот захочется все взять и отпустить. Ребята, рано. Итак, идем дальше. Чем хорош ретро-мерк до 15 августа, с 5 по 15? Мы еще внимательны за рулем, мы внимательны в документах, если мы совершим ошибки, это будет еще нормально. То есть здесь никакого такого, я бы сказала, переживания, осуждения и тому подобное. Поэтому на близнецов, дорогие мои, на вас будет влиять очень, я бы так сказала, очень мощно напряженно. Не будьте к себе очень строги. Да, будет напряженненько, но это не критично. Этот момент пройдет, все проходит, и это пройдет. Итак, мы внимательны за рулем, мы внимательны к своим ошибкам, хоть они нас и накаляют. С 15 по 28 августа ретроградный Меркурий перейдет в знак Льва, и здесь, конечно, захочется все потратить. Здесь захочется на оголделом оптимизме уйти в закат. Здесь захочется предъявить претензии, ругаться. Потому что Меркурий во Льве — это всегда оратор. Это всегда тот, кто чувствует себя правым. И здесь, конечно же, ребята, понимаете эту историю, что в квадратуре с Ураном можно напылить. Поэтому здесь понимаете, что вы говорите, с учетом того, что у нас с 13 августа складываются не очень приятные аспекты. Здесь у нас будет соединяться в оппозиции Венера с Сатурн, будет сходиться точная оппозиция с 13 августа, и точный ее аспект будет на 19 августа, 19-20, и здесь, дорогие мои, я скажу так, что мы вступаем с вами в сложный период этого лета. Конечно, на кого-то эти аспекты не будут так сильно влиять. Вы будете ощущать волнение других людей, напряжение других людей. Да? Вы, возможно, в своей жизни уже проскочили эти трудности и сложности. Если вы их еще не прошли, то они будут, конечно же, у вас случаться, происходить. Все, естественно, зависит от вашего возраста, еще раз скажу, да. Но 19-20 августа у нас с вами полнолуние. На этот момент, почему опять две даты? Западное полушарие 19, в восточном это уже будет 20 августа, полнолуние в Водолее. Полнолуние в Водолее, Солнце в соединении с ретроградным Меркурием во Льве, в квадратуре с Ураном, это точная квадратура, плюсом у нас Сатурн в оппозиции с Венерой, точный аспект, плюс точное соединение, да, Марса с Юпитером в квадратуре с аспектом к Венере и Сатурну. Комбинация, я бы сказала, непростая. История про что? Гордыня повысится очень сильно. Ощущение, что мы устали, все эти трудности нас добивают, да. Ощущение того, что какие-то сложные, неординарные события пришли в жизнь, почему это вообще случилось с нами. Потому что Уран всегда приносит нам на квадратурах ощущение, что так, почему это вообще произошло со мной? Это ощущение, что нам резко перестало вести. То есть, если вот так это посмотреть, да. И здесь ситуации про что? Марс в соединении с Юпитером в Близнецах. Близнецы второй декады немножко напрягутся. Настолько, что эго, гордыня будет идти, вот прям захочется все бросить и уйти, но Сатурн будет стискивать, я бы так сказала, в событиях, да, заставлять работать, трудиться. Будет у нас такое ощущение, знаете, безысходности, когда мы заключены в определенных обстоятельствах, которые нас держат. Поэтому здесь, да, дорогие близнецы, что хочу сказать.
Я знаю, что хочется в легкости, как согласно вашему знаку зодиака, да, что хочется быстро. Но Сатурн это всегда про усложнение, это всегда про трудности. Да? Просто эта история с трудностями, например, у близнецов первой декады была в прошлом году. В этом году близнецы второй декады периодически наталкиваются, что все дела перестали быть такими легкими. Почему? Да? Плюс еще Юпитер пришел, который должен вроде как нам раздавать плюшки и быть вот таким добродушным, но здесь почему-то нас начало нести. Да? Мы вдруг стали считать, почему мы все друг другом должны. Да? Но здесь история, ребят, про то, что этот момент времени, он не навсегда. Здесь просто понимаете, что с полнолуния этот аспект начнет разъезжаться, к концу августа станет чуточку полегче. И здесь история, конечно же, про то, что в работе, в финансах возникнет, я бы так сказала, остановка. В отношениях тоже будет ощущение, что нам необходимо трудиться, что нам необходимо как-то вкладывать больше тепла, энергии. Да? Момент тоже временный, у всех он бывает. Это все переживается, все трудности проходятся, и не остается вот такой, потом это просто остается такой момент, знаете, радости и тепла, и благодарности к другому человеку за понимание. Я бы сказала, что конец августа он будет на самом деле сложноватый эмоционально. У кого-то в жизни будут сложные события, естественно, кто давно засиделся, кто не выходил из своей зоны комфорта, не выходил из взросления. Такое тоже бывает. Это не говорит о том, что если у вас в жизни какие-то трудности, что вы плохой человек. Нет, это говорит о том, что вы в жизни своей достойны большего. Но вы засиделись, ребята, поймите эту простую такую философию. Я не могу, конечно, вам сказать, что все близнецы купят квартиру, поедут на Мальдивы, и все у вас будет прекрасно и хорошо. Кто-то поедет, кто к этому долго и упорно шел, да? Кто-то купит. Если у вас не было никаких движений в сторону вашей мечты и цели, тогда с чего бы оно просто так пришло? Извините, я открываю астропроцессор и вижу только то, что есть, и тенденции, которые будут. Честно. Жизнь, она честная, это основной ее такой признак. И здесь, конечно же, понимаете, что последние 2 недели августа усложняются еще и тем, что у нас Плутон уходит из знака Водолея, переходит 2 сентября в знак Козерога. И здесь история, конечно же, что близнецы уже не будут близнецы третьей декады не будут чувствовать такую мощь, поддержку, активность, да. Здесь уже сил станет чуточку поменьше. Ну и с 1 сентября, ребята, у нас Уран уходит в ретроградные движения. И эта история всегда на полгода. Поэтому понимаете, какая у нас будет осень, с событиями неоднозначными, с событиями, которые заставляют нас действовать резко. Поэтому все-таки я считаю, что нужно быть ко всему подготовленным. Поэтому, дорогие мои любимые близнецы, вот такой был гороскоп на лето 2024 для вас. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео со своей обязательно датой, время, местом рождения и ваши вопросы. Я на него обязательно отвечу. Следуйте своему плану, меняйте свой план, если вы понимаете, что что-то идет не так. И нет в этом ничего плохого. Просто мы живем в условиях разрушающего мира, который нас заставляет действовать по обстоятельствам. Поэтому, дорогие мои любимые, спасибо, что были здесь, досмотрели это видео до конца. И я желаю вам продуктивного лета, чтобы вы заработали, заслужили все то, что вы хотите, потому что осень у нас будет как типичная, ребята, осень, в которой сначала сложно, там еще и коридор затмений, там еще и ретро-мерк, там еще и ретроградный Юпитер, который забирает всю удачу, я так хочу, ну и ретроградный Уран. Поэтому вот такие дела, дорогие мои любимые близнецы. Спасибо, что были здесь, досмотрели это видео до конца, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.